Всем привет, меня зовут Юлия Баталова, и сегодня вы на моей кухне. Мы сегодня приготовим печень, потому что мой подписчик попросил рецепт печени и как же я готовлю именно эту печень, так как, скорее всего, это из Турции человек, да, наверное, ему интересно, как мы готовим говяжью печень. Вот наша печень. Я сняла пленку с печени, не стала показывать, конечно, этот процесс, потому что он долгий, да. Сверху снимаете пленочку. Ту печень, которую я купила, там было что-то около килограмма, я разделила на 3 части, потому что дети у нас не кушают, я им всегда готовлю что-то помимо печени. У меня там в холодильнике курица сейчас есть. А эту печень вот так вот я почистила от прожилок тоже. Здесь, конечно, немножко вон осталось. Сейчас буду дальше продолжать чистить, разрежу и будем готовить. Но сегодня я не буду его готовить как обычно. Я его буду готовить с овощами. Обычно я готовлю с йогуртом, со сметаной, да, например, жарю. Но, в принципе, рецепт как-то похож на и тот тоже, да, такой же примерно. Но в этот раз я его пожарю именно, в этот раз печень пожарю именно с овощами. Вот, с чего начнем? Сейчас я приготовлю печень. Нам понадобится 1 лук, 1 помидор и 1 перец. Не острый, обычный. Сейчас я это все почищу. Сейчас я буду чистить лук, параллельно с вами разговаривать, да? Приготовила вот такой вот печень в тарелочке. В этот раз я решила печень разрезать маленькими кусочками, потому что когда большие куски, ощущение, что она, вот, как сказать, такая суховатая немножко. Также я знаю, что печень нельзя передерживать, пока чищу лук, с вами разговариваю, потому что она как раз таки такая жесткая, сухая становится, да? Вот. Обычно, как я и сказала, с йогуртом готовлю, но в этот раз я йогурт не купила. Сейчас мне лень ехать за йогуртом, поэтому готовить буду с овощами. Это с луком. Морковь я не использую, когда готовлю печень. А сегодня попробую добавить помидор, огурец, помидор, перец и лук. Вот. Заранее печень я ничего не подготавливала, не держала в соде, потому что я считаю, что это лишнее. Вот. И потом вот этот вот вкус соды я бы не хотела, чтобы чувствовался. Разрезаю лук на 2 куска и просто делаю полукольцами. Процесс вот этот, именно вот прям как я разрезаю, наверное, не буду снимать. У меня есть простые рецепты, где я там конкретно показываю, как я все разрезаю, готовлю без лица, да. Вы можете проходить на тот канал, называется «Простые рецепты». Кстати, там у меня намного больше подписчиков. У меня там одно видео взлетело, и после этого у меня набежали подписчики. Вот, каналы у меня, получается, монетизированные, да, я по ним получаю уже монетизацию. И по поводу этого я рассказываю на своем канале. Вы можете перейти на этот ролик, найти его, там, где написано, сколько я зарабатываю. Вот. И вот так вот нарезала, смотрите, лучок полукольцами. Сейчас снимаем с помидорки шкуру. Обычно раньше, как я снимала, да, я оставляла в горячей воде. Но для этого нужно вскипятить воду и все такое, и это долго. Сейчас я очень быстро снимаю. Некоторые снимают с помощью вот такой штуки, но я не очень, мне неудобно, она травмирует кожу, поэтому я просто делю на четвертинки, вот так вот, и обычным вот таким вот действием убираю кожу с помидора, да. Ну и помидорки тоже как вот разделила на 4 части и такими полосками сейчас покажу, разрежу.
Помидорку добавлю позднее, ну, в общем, каждый поэтапно, как я все добавляю, вы увидите. Каждый этап вот так вот получается. Разрезаю. Я знаю, что в Турции печень готовят по-другому. Вообще, как бы ее готовят на раскаленном масле. То есть прям много наливают масла. И, можно сказать, такая печень получается, как во фритюре, да, такая обжаренная получается печень. Но я так не пробовала готовить ни разу, хотя видела. Именно печень по-турецки готовится так. Говорят, очень вкусно делают ее в кафешках. Тоже, честно, еще не заходили, не пробовали. Но слышали, что здесь вот в Атакенте есть печень это джиер вроде, как она называется. Ну, прям вот джиерчи, что ли, какой, который готовит печень. Здесь вот в Атакенте я видела даже надпись, просто забыла точно, как называется. Вот, зайдем, попробуем, конечно. Но мне вот нравится печень либо с овощами, либо с йогуртом, ну, со сметаной, да. Этот рецепт я тоже на словах объясню, как я делаю с йогуртом. Чисто вот такой ролик решила записать, потому что попросил подписчик. Ну и небольшой красный перец. Тоже можно просто так вот убрать семечки с него. Убираем. И сейчас можно будет разрезать полосками, да? Нет, нельзя. Дети дома просят телефон, я им не разрешаю, потому что, ну, как бы, тем более без присмотра взрослого, мало ли куда они зайдут. Вот такими вот брусочками разрезаем. Все. У меня есть печень, у меня есть лук, у меня есть помидор, перец, и переходим плавно туда. Так, начинаем готовить на моей, кстати, любимой сковородке от Atomy. Почему она мне очень нравится? Потому что еда по ней реально скользит прям вот как по маслу. Видите, какая поверхность? Такую поверхность я давно искала уже для себя. Стоили они, конечно, недешево, по 20 тысяч рублей, поэтому я не покупала. И вот, наконец-то, здесь в Турции появилась такая сковородка, я себе ее сразу купила, даже две. Это поменьше, еще взяла вок. Вот. На этой сковородке сначала будем обжаривать лук. Так, телефон сфокусирован на мне, в моем лице, поэтому периодически буду вот так вот немножко приседать, чтобы вам видна была сковородка, что я делаю с ней. Да? Поставила на огонь и оливковое масло. Беру я оливковое масло, именно вот такое вот, получается, ривьера кызартмалар ve tencere yemekler için. То есть для именно жарки. Ни в коем случае не жарьте на оливковом масле, где написано сызма, натурал сызма, потому что на нем жарить нельзя. Оно не рафинированное, оно будет гореть. Это же оливковое масло именно рафинированное, и я уже давно сказала, что мы с подсолнечного масла перешли на оливковое. Да, оливковое, оно не такого, температура горения не такая высокая, поэтому я не на сильном огне обычно жарю. Но вот я думаю, в принципе, масла немало надо, чуть-чуть, как бы, чуть больше обычного наливаю. И будем в первую очередь, сейчас я уберу лишнюю жидкость. Лишнюю жидкость убрала с подноса. В первую очередь добавляем лук. Прожарим именно лук. Честно, лишнюю жидкость надо убрать из меня тоже. Я что-то в последнее время чувствую, что отекла немножко. Сейчас, наверное, вместе с вами покажу, как я убираю лишнюю жидкость из организма. И
где-то день-два я обратно прихожу в форму, прихожу в себя. Вот, обжариваем лук в первую очередь. Так, вот у меня лук жарится. Так. Лук мы обжариваем хорошенько до золотистой корочки. Вот, помешиваем периодически. Вот так. И параллельно давайте расскажу, как я убираю лишнюю жидкость. Так, сейчас мне понадобится, вот такой вот 500 миллилитровый термос. Мне понадобится чай пуэр от Atomy, который я использую только вот в таких вот случаях. Сейчас жара и очень много воды пью, поэтому вот такой один пакетик хватает на 500 миллилитров. Можно смешать, получается, с водой, но нежелательно с холодной. Либо с теплой, либо с горячей. Сейчас вот налью горячую воду. И в течение дня вы это пьете. Вот, именно от Atomy советую, потому что другие я пила, такого эффекта не видела. А мне как раз нужно было участвовать на съемках. Мне дали платье красное. Там должно было быть красное платье у всех. На съемках для выпускного, для детей. Помните, я говорила, что я участвовала и сама как бы снимала, да, и сделала видеоролик для 11 классов, в том числе для моего старшего сына. Вот, тогда мне надо было влезть в красное платье. Оно было маленькое, оно было для девочки, вообще как бы девочки одной, да, то есть ученицы 11 класса. Мне предложили его одеть, чисто на съемку. Потому что у меня красного платья в данный момент нет, прям красного-красного, да. И хочу сказать, что в тот момент как раз я 2 дня пропила пуэр-чай, 2 дня всего лишь. И я не поверила, я встала на весы минус 2 килограмма. Но я поняла, что это, естественно, не жир убрался, а именно, вот знаете, вот я это чувствую. Когда я чувствую, что у меня вот здесь вот отеки такие, вот я чувствую, вот ноги, да, вот отекают. И я чувствую, что нужно как-то избавиться от воды. Именно вот оно вот на лице очень видно сразу у меня появляется. И вот именно это средство очень круто выводит жидкость. Жидкость за 2 дня вот эти вот, конечно, выходила из меня так очень эффектно. Я аж удивилась. И поэтому советую всем, кому надо. Это я, получается, заказывала с турецкого сайта. На российском сайте тоже есть. Ссылочки есть. Если кто-то не сможет зарегистрироваться, я помогу вам. Я уже в этом эксперт. Сегодня вот Кыргызстана зарегистрировала. Партнеры просят регистрировать, помогать. Я им с удовольствием помогаю. Поэтому и вас могу зарегистрировать. Могу объяснить, как заказывать. Кстати, сковородку тоже можно заказать, но ее быстро разбирают. Вообще, многие продукты именно с этого интернета-магазина Atomy разбирают махом. Вот эти сковородки в Турции появились, их разобрали, они исчезли, но сейчас вроде опять появились. Поэтому посмотрите, они, кстати, очень недорого стоят здесь, в Турции. Вообще я как бы нигде не встречала, это моя самая любимая сковородка. Смотрите, пожарилась вот так вот. Пожарился лучок. Желательно, конечно, чтобы он совсем такой стал мягкий-мягкий. Вот, еще, наверное, даже подержу. Кстати, я было такое один раз, оставила сковородку, пошла в другую комнату, прилегла, тоже что-то в телефоне делала. И я чувствую, что время просто пролетело, а у меня на сковородке мясо было. Думаю, ну все, еда пропала. Я вышла, я смотрю, оно у меня не обгорело.
понимаете? Оно у меня не прилипло, оно у меня, короче, в идеальном состоянии было. То есть настолько шикарные вот эти вот сковородки, то что я сейчас вот с удовольствием сегодня вот, кстати, блинчики готовила на этих сковородках. Сейчас покажу. Вот, блинчики, да, то есть у меня, я на этой сковородке готовила. Очень классная сковородка, прям советую. Например, если я печень жарю с йогуртом делаю, я также сначала обжариваю лук, только вторым этапом я ложу печень. Сейчас я положу печень. Вот, смотрите, сейчас сюда ложу печень. Также обжаривайте и не солите. Давайте я покажу все-таки вам. Вот видите, да? Обжаривается печень. Вот. Здесь у меня то, что я еще добавлю попозже. Пока обжариваю и ничего не добавляю. Так, стало очень жарко, поэтому включу кондиционер. Забыла включить. Продолжаем обжаривать. Именно нужно обжаривать, не тушить. Вот смотрите, не знаю, видно вам, нет? Прям такая обжаренная печень получается. Печень готовится очень быстро, я уже повторяюсь, да? И вот смотрите, теперь, после того, как вы обжарили печень, я бы добавила йогурта, наверное, 3 столовые ложки, ну пусть будет побольше, 4-5 столовых ложек, либо сметану 4-5 столовых ложек. Но в нашем случае потому что нету йогурта, я добавляю перец красный и помидорки. В конце еще нужно будет зеленью посыпать. Обжариваем еще вместе с овощами. Все это делаю я на среднем огне, чуть сильнее среднего даже, чуть меньше сильного огня, да? Вот. К печени я люблю макароны. У меня здесь, кстати, сегодня старший сын приготовил макароны. Я ему сейчас учу, как делать себе гарнир, хотя бы, чтобы он умел отваривать себе гарнир, когда он едет на учебу. Вот. Многие не верят, что у меня есть сын. Так, вот теперь можно нам побольше поставить, чтобы обжарилось. Конечно, уже появилась водичка чуть-чуть вот, от овощей. И многие, в общем, не верят, что у меня есть такой большой сын. Вообще, когда мы сюда только переехали, ко мне подходили, девчонки знакомые говорили, а что у тебя? Такие, не знакомые, а вот с кем мы познакомились, например. Они потом ко мне подходили и говорили, а что у тебя? Такой муж молодой. Я им говорю, мне это не муж, это мой сын. Вот, ему в этом году уже 18, и пора готовить, пора учиться готовить. Не учиться даже, как бы готовить ребенка надо. Вообще готовит он уже давно. Тоже, как и этих детей, я его учила, что-то приготовить. В принципе, на кухне он умеет приборами пользоваться, готовить. То есть он не такой, чтобы ничего прям не умел. Вот. Теперь можно уже как раз-таки добавить что-то такое, например, да, соль. Это уж обязательно добавляем. Добавляем перец свежий тоже, желательно. Можно добавить
паприку. Нужно добавить паприку немножко. У меня вот такие вот стаканчики. Там есть такие деревянные ложечки. Вот. Что еще можно добавить? Можно добавить вот сармсактозу. Это чеснок, мешок чеснока. Тоже ложечку. Я добавлю две, давайте. Чуть побольше. Он не сильно ощущается. Так, можно добавить кикик, да, или что? Вот, немножко кикика. Все. Далее. Добавляете, если хотите, можно добавить острый перец. Добавляете чуть-чуть буквально воды. Буквально немножко. И так, видно, не видно. Вот, закипает. Чуть-чуть буквально воды. Сейчас я вам покажу. Так, и все. Закрываем крышечкой. Где? Вот она. Так, крышечкой даем, наверное, 2-3 минуты немножко постоять. Вот. Что еще вы добавляете? Напишите, пожалуйста, мне будет интересно, какую приправу вы добавляете. Может быть, лавровый лист кто-то добавляет, да? Может быть, перец, горошек, может быть, гвоздику даже кидают. Ну, как бы разные, по-разному люди делают. Ну, а я налью себе сейчас чайку, пуэрчика. Уже как бы он у меня настоялся немножко. Покажу вам цвет этого пуэра и будем выводить водичку. Я, наверное, даже оставлю, я сегодня попью. Вот такой цвет получается. По идее, зеленый чай. В составе ничего химического нету. Все ватами, все натуральное. И на вкус он тоже такой, очень безвкусный. Да, совсем, абсолютно безвкусный чай. При подаче печени сверху укропчик. Все. Вот. Напишите, как вам рецепт. Быстренько показала этот видеоролик только, да, именно по просьбе сделан моего подписчика. Он именно попросил сделать печень по-нашему, да. Ну, в принципе, наверное, кто-то там не добавляет перца, овощей, да, вот этих вот. Просто жарит лук, печень, скорее всего, в муке обмакивают, ну, поджаривают вместе это, соединяют и все, да. Многие так делают, я знаю. Раньше я тоже так делала. Многие очень добавляют как раз таки сметану. Здесь сметана, вместо сметаны это йогурт. Вот, объяснила, да, если с йогуртом готовить как. Все, в принципе, вот 2-3 минуты я даже выключаю, потому что мне еще, когда муж придет, нужно будет это подогревать. То есть, учитывая то время, что надо будет подогревать, это дополнительное приготовление, да, то есть, поэтому слишком, чтобы жесткое не стало, я выключаю. Выключаю, убираю. И любой гарнир. Рис, макароны. Мой муж говорит, что гречка нежелательна, но я иногда с гречкой тоже готовлю. Мне нравится из гречка печень. Напишите, с чем вы вообще любите именно печень. Дети у нас не любят печень, поэтому у меня еще в холодильнике курица вчерашняя. Еще и пюре есть вчерашнее. Я люблю готовить, как я и говорила, у меня есть канал свой «Простые рецепты». Я готовлю там.
Но сейчас что-то редко, немножко приленилась, редко туда именно выкладываю, что-то надо выложить. И еще хочу сказать, что спасибо большое, кстати, спонсорам. Именно вот Себастьян вроде зовут. Привет большое, спасибо большое. И другим тоже спонсорам, да, кто на развитие канала закидывает. Супер спасибо, оформляет подписки. Хочу со следующего прихода на YouTube канал монетизации, хочу походить по магазину, купить то, что мне необходимо сделать, контент, вот, конечно же. Поэтому хочу сказать спасибо и поблагодарить вас. Так, ну что, вот так получилось. Решила с вами поделиться. Вот так вот выглядит печень с макарошками. Вот так получается печень действительно очень мягкой. Ты тоже хочешь макарон? Так что приятного нам аппетита. Готовьте, пробуйте так же приготовить, как и я. Всем пока!